Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Всем привет из Севастополя. Сегодня видео планирую из двух частей. В первой части я покажу вам свои орхидейки, а вторую часть, как и меня просили уже давно, почему, спрашивали, вы не показываете видео об Крыме, о экскурсиях. Ну, было холодно, я тогда отписывалась, что не было желания куда-либо ездить в такую погоду зимнюю. Вот, в Крыму это дождь, слякоть, такой красоты особо нет. А вот сейчас весна, поездки возобновляю и буду вам снимать и показывать. Хочу начать свой показ вот с этой орхидеи. Red Rose мы ее называем, хотя у нее более длинное название. Вот так она называется. Попросила меня одна из зрительниц рассказать об этой орхидее поподробнее. Эту красавицу я приобрела в свою коллекцию в 2021 году. В ноябре месяце в размере 2,5. Это азиатская орхидея. Состояние у нее было хорошее. 3 листика на тот момент было. Нижний листик был раздвоен. Корней в горшочке было много. И были новые корешки от шеи. Пересадила я ее сразу. Некоторые орхидеи я не пересаживаю в амхек, они адаптируются месяца по 3-4, а то и 5, когда активно пустят корешки. А так как эта орхидея была в активном уже росте, я ее сразу пересадила. По моим наблюдениям об этой орхидее я могу сказать, что она неустойчивая по розеточке. Она дважды мне желтела листик. Вот видно в этом месте, что я вот и ниже ее обрабатывала топсин М. И здесь листик же зажелтел. Я также обработала топсин М с походом, видите, захватом со всех сторон, раствором. То ли корни пробиваются, видите, много корней сразу пошло. В первом случае у нее подпропал корешок, и она зажелтила лист. Трудно сказать. Но вот говорю вам, что она в этом плане неустойчивая. Надо за ней следить. Если листик вдруг желтит, смотреть, снимать. И вот, чтобы не было поздно, сразу обрабатывать. И плюс я еще проливаю с фунгицидом, с привикуром. На тот момент с привикуром. Отдать должное надо ей, что корней она дает много и охотно. Если все хорошо, вы видите, что корней у нее от шеи выросло очень много. Также много у нее корней в горшочке. Этой посадке 1,5 года. Она растет в двойном горшке. Основной грунт кора, мох, над ней керамзит. Поливаю я ее проливом с оставлением воды на 2 пальца. Ну, даже видно, видите, потемнение горшочка, вот край горшочка, и вот так ей оставляю воды. Даю просыхать корневой системе и поливаю вновь. Теперь о положительных качествах этой орхидеи. Это знатная цветунья. Орхидея цветет долго, доращивает свои цветочки по 1, 2, 3 цветочка, а сейчас даже 5 цветочков, видите, дал
ответвление от почечки уже процветшего цветоноса. После покупки и пересадки из размера 2,5 она дала цветонос через год. Через год, это получается в октябре 22 года. И первых цветонос у нее был на 5 цветочков. Распустилась она и цвела с доращиванием. Правда, она отсушивает предыдущие цветочки. Вот по моим записям она не держит полные каскады с предыдущими цветами. И цвела 6 месяцев. Вот в начале июля, получается, 23 года она отцветает. И я ее пересаживаю осенью. И все хорошо, корни в росте. Начинается у нас 24 год. И она дает цветонос и зацветает в мае. Доращивает цветочки. Цветет, 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 доращивает. И общее цветение у нее было до ноября 24 года на протяжении почти 7 месяцев. Дальше орхидея отдыхает, выпускает новый листочек молоденький и выпускает новый цветонос из почки в декабре. То есть совсем немного отдохнула. И в феврале стала распускаться довольно быстро вот этот цветоносик, который вы видите на экране. Пока я рассказывала об этой орхидее, вы полюбовались ее узорами морозными. Эти прекрасные мазки, как кисточкой акварель. Ну и очень, конечно, похоже на тот узор на окнах, который рисует мороз. У этой орхидеи есть, к сожалению, вариации цветения, не очень для нас симпатичные, потому что мы ожидаем именно вот эту роспись. Мне повезло, у меня вот такая красотка. Следующая не менее красивая орхидея под названием Монро. Это у меня вторая орхидея в коллекции. Первая, к сожалению, погибла. У нее была быстро, она как-то ушла, не спасла я ее, и пень не остался. Похоже на стволовую гниль. И эту орхидейку я купила цветущей в июле 22 года. Первая орхидея у меня была в такой явной мутации бантик. Кто не ориентируется, это вот боковые защипы. Здесь в виде такой рюшечки. Бантик называется. Есть еще бабулетка, где более грубая деформация. Вот мне не нравится эта мутация, когда вот петалии очень маленькие, такие вот скукоженные. И особо бантик такой получается неказистый, на мой взгляд. А та орхидейка Монро была красавица, конечно. Эту орхидейку я покупала наполовину, у нее было 2 цветоноса, была и бантик, и обычная. И сейчас мне нравится тоже, потому что вот эта рюшистость придает кокетство этому цветочку, и выглядит она замечательно. Боясь потерять эту орхидею, я ее очень долго не пересаживала после посадки. И уже я ее купила вот летом, а пересадила, когда был полный уже горшок корней. Орхидейка была в росте в мае 23 года. Но что хочу сказать, что эта орхидея очень долго не цвела у меня домашним цветением. Я даже вам
на нее жаловалась, помню, показывала. Не цветущие мои орхидеи покупные. Вот Рим, скажу по секрету, дала цветонос. Я уже не дышу, поставила ее. Кстати, я ей поменяла место проживания. Перестала. Я не скажу, что там лампа как-то сильнее. Ну, вот, может, это сыграло. Может, действительно какие-то вот где-то какие-то световая перемена для нее оказалась стимулирующим фактором на цветение. Так вот, зацвела она, получается, дала цветонос через год после пересадки. И причем дала в лето. Обычно орхидеи у нас летом стараются не цвести из-за жары. А эта орхидея меня удивила. Не цвела, не цвела, и тут в лето она дает цветонос. Процвела она до осени 4 месяца. И я ее пересадила вот, в закрытую систему. Фитиль туда опустила в закрытую систему. Вот так вот выглядит. И трубочку коктейльную. Просто крупные кусочки коры. Я методом перевалки ее поставила. Вот так обложила. Видите, еще не видно корешков. Потому что она после пересадки, это было 20 декабря прошлого года, она в марте выпустила вот этот вот цветоносик. И довольно быстро этот цветоносик вырос и распустился вот этой очаровательной веточкой. Вот такая у меня милая орхидея Монро. Перед вами мультифлорка под названием Палермо. Я ее показываю вам не так часто. Почему? Потому что она как-то мелькает в кадре постоянно. И мне кажется, вы ее вот видите, и я на ней не акцентирую внимание. А почему? А потому что эта орхидея цветет постоянно. Была куплена цветущей в феврале 2021 года. И не было такого периода времени, когда эта орхидея стояла без цветов. Один цветонос сменяется другим цветоносом. Постоянно доращивают старые цветоносы. Дает ответвление. Еще раз повторюсь, у нее мультифлорный тип цветения. При этом цветочки у нее довольно крупные, 6-7 сантиметров. По мне она не ароматная, подвыгорает немножко. Но вот эта орхидея, вернее, вот этот цветонос, вы видите, он не первой свежести, но желтизна еще сохраняется. Такой нежно-фисташковый оттенок приобрели цветочки вместо желтого цвета. И вот такая вот розовая напыленность, где-то венозность. Мое домашнее название, поэтому и орхидейке я дала пятнашка. У нее хоть и крупная, но довольно-таки красивая розеточка. Вот такие листья. Они не в сторону вот разложились и занимают пространство, а как-то все-таки кверху компактно она раскрывает свои листочки, листовые пластинки. Симпатично смотрится. Сюда я тилантию вот еще украсила. Посажена она у меня в закрытую систему. Пересажена в том году методом перевалки. И любит она попить, эта орхидейка. Так что попадется вам, берите. Прекрасный цветок. Цветунья знатная. Еще одна прекрасная нежная красавица. Орхидея Тарина, или второе название у нее Турин.
которая поборется за звание цветуньи моей коллекции, потому что она меня удивляет, и я не ожидала от этого сорта. Я как-то ее активно не показывают в обзорах девочки, потому что с виду она вроде бы орхидейка простая, венозная, которую некоторые не любят, но мне очень по душе Тарина. Мне нравится ее губка, которая контрастом выделяется на цветочке. Этот горящий такой неон, плюс яркая такая желтая с переходом в оранжевый оттенок. И вокруг колонки такой ореол, который светится и придает орхидейке такую легкость и трогательность. И посмотрите, как красиво ее украшает губа. Сейчас на этом цветоносе 17 цветочков. Вот эту вот половину она дорастила. Я вам как-то в предыдущих видео показывала, когда вот этот цвет был ярче и был заметен переход. Сейчас меньше, да, видно, но как-то уже цветонос приобрел большую однородность в своей окраске. Выгорает, как вы видите, и мне даже зрительница одна написала, что ой, я так хочу именно ваш оттенок орхидеи Тарина, вот эту нежнятину, а сейчас продают она яркая, желтая. Я ей тогда написала, объяснила, что это недолго, и через какое-то время будет у вас орхидея нежная, как вы и хотите. Немножко об уходе за этой орхидеей. Я ее купила в один из мартовских завозов 8 марта в строительном супермаркете с одним цветоносом 7 марта 2022 года цветущий. И у нее, правда, через какое-то время немножко зажелтел нижний листик. Я помазала, уже не помню, чем-то помазала, каким-то фунгицидом и полила. И все обошлось. И что я хочу сказать, что я эту орхидею не пересаживала из покупного грунта и стаканчика. Вот она вся корнями уже разрослась, дала воздушные 1,5 года. Потому что она буквально осенью зацвела, дала цветонос и стала цвести, потом отцвела, снова дала цветонос. И я ее все никак. И спустя вот 1,5 года я только орхидею пересадила. Корни у нее хорошие. Вот это у меня пересадка 1 сентября 19 сентября 2024 года. Горшок 3,5 литра. И вот, как я вам говорила, я практикую посадки, в том году стала практиковать закрытые системы, плюс фитиль, шнурочек до конца, и вот коктейльную трубочку или пластиковую трубочку. Но у меня закончились, поэтому я взяла вот широкую коктейльную трубочку. И эта орхидейка делает все одномоментно. Как видите, у нее растущие корни, растущая розетка, новый листик растет. Орхидейка дорастила цветонос, распустила и сейчас прекрасно цветет перед вами. Вот такая красотка. Конечно, у нее крупная розетка, это стандарт классический, но цветет она постоянно. Бывает, что она дает цветонос параллельно.
Вот цветет цветонос и новый дает. Сейчас она, вот так вот она поступала. Сейчас она практически полноценный цветонос дорастила. Вот 17 у нее цветочков. Поступила, решила поступить так. Ну, хозяин барин, как говорится. Вот такая красота. Хочу вам показать две орхидеи. Вот эта орхидея Вуду, как вы уже узнали. А вот это вторая красоточка, прекрасная орхидея под названием Яфан Black Butterfly. Очень красивая должна быть орхидея. И я хочу, чтобы она зацвела, а она никак меня не порадует своим цветоносом. Дело в том, почему их две рядом. Я их купила вместе в далеком октябре 2020 года. То есть уже считайте 4,5 года, как они у меня в размере 1,7. Розеточка по моим записям была хорошая, а вот корни никакие. Практически орхидеи были без корней. Они очень медленно развивались, были слабенькие, со слабой вегетацией, постоянно гноили корни. И понятно, что вот эта Black Butterfly — это орхидея крупная, красивая, крупноцветковая. И розетка у нее крупнее. Вуду розетка помельче. Но вот она зацвела. Поэтому я хочу, чтобы мы вместе повлияли. Вот как на орхидею Рим я вам показала. Мы ее, так сказать, суровым взглядом одарили. И она выпустила цветонос. Также я хочу добиться цветения от этой орхидеи. Очень красивая. И орхидейка Вуду, вот такая у меня красавица. На 3 цветочка. Тыльная сторона прекрасная. Вот такой цветочек у нее. Здесь. И вот такие цветочки. Причем, видите, они как-то не похожи. Разные, да, цветочки. Вот здесь. Чем-то перекликаются они, да, с морозным узором, как у Red Rose. Вот такие вот красивые мазки от колонки на белом фоне. И рюшечки. Рюшистая. Такая у нее плотная структура лепестков. Губка, так, смотрите, поджата прям колонки. И вот рюши. Красивая орхидея. Жду цветения твоей подружки. На этом я буду заканчивать часть видео об орхидеях. Впереди нас еще ждут свежие распуски, но это уже будет в следующем видео. А сейчас я вам предлагаю вторую часть, как и обещала, где мы с вами погуляем по южному берегу Крыма. Прогулка была у меня в субботу, 5 апреля. А вот на этой неделе, посмотрите, какой сюрприз нам преподнесла весна. Пошел снег, резко похолодало. И на всю ту красоту, которую я буду показывать, выпал снег. А деревья, к сожалению, цветут. И, возможно, мы останемся без урожая в этом году. Очень жаль. В сети появились фотографии заснеженного города, деревьев, кустарников, цветов. Я вам отобрала несколько фотографий.
где вот под снегом наши прекрасные южные цветы. А сейчас мы переносимся в субботу, 5 апреля 2024 год, и спускаемся с Сапун-горы. Вот слева панорама Балаклавской долины, но вы видите, какой густой туман. Нас сопровождал всю дорогу до места назначения. Первой остановкой у нас будет дворцово-парковый ансамбль в городе Алупка. Это один из выдающихся памятников эпохи романтизма. Был сооружен в 1828-1848 годах для генерал-губернатора Новороссийского края графа Воронцова. Это уникальный парк, который не имеет аналогов в мире, создавался под руководством немецкого садовника Карла Кебаха. Парк занимает площадь более 30 гектар, условно разделен на верхний и нижний. Мы на верхнем парке. Прогуливаясь по его дорожкам, мы будем любоваться террасами, старинными деревьями, ярко-зелеными полянами, таинственными гротами, тихими озерами и шумящими водопадами. Давайте я не буду озвучивать сейчас этот ролик, и вы послушайте звуки природы. Лебеди, он забыл. Уточки. Это селезень и уточка, да, получается? Пара. Красиво зеленый. Остановиться при желании, по щучьему юнитному хотению служить русской народной сказке. Да, вот это В щучка. 24 году, Да, 08-го. это щучка. Это значит, Остановка в «Загадай августе, желание». в августе 2024 года. Смотри, какая щучка. Меценат, да, сделал? Который благораживает. Веянию, по моему хотению. Дикая крылья. И милата, конечно. Древняя. А где вторая? Что? Флаг. Ну, там это. Сонечко сидят.
А вот их домик, видишь? Они поднимаются по сходням и там ночуют. Сумасшедшая природа такая. На самом деле огромные, конечно, тут деревья. Камера не передает. Цветочки здесь. Пожалуйста. Тихо, красиво. Кры. Она опадает, поэтому и называют ее бесстыдницей. Потому что она сбрасывает кору. А як она без коры? Ну, она растает вновь. Это ее земляничником, кажется. Не, а как она в периоде без коры живет? Клейк? Ты Ну, сказала? не клевер, он как-то называется. Еще бесстыдница. Она мокрый ствол, так красиво. Гладенькая. Такая красавица прям. Осторожнее, здесь может быть скользко. И вот это солнечная поляна. О, красота. Здесь как-то ландшафт сделан определенным образом. И должна, видно, быть Айпетри где-то. А я Айпетри, сейчас посмотрю. Я не помню. Ну, пойдем посмотрим. Где-то Айпетри должна. С какого-то ракурса видно. Какой воздух, да? Чистый. А, красота. О, птичка. Птичка. Смотри, какая птичка. Как красиво. Катюш, ты не можешь подойти к этому дереву? Вот к этому. Зачем? А я хочу показать, какое это дерево крупное. Просто на видео не видно масштаб. Камера мешает. Вот подойди. И я хочу показать, что это за дерево. Сосна. Какая она огромная. Такая красоточка. Вот. Представляете? Вот Катюха моя. И это сосна. Димовочка, Димовочка. Следующая остановка на маршруте у нас это Ласточкино гнездо. Ни один туристический путеводитель по Крыму не обходится без упоминания о нем. Это псевдоготический замок, ставший самой узнаваемой и посещаемой достопримечательностью нашего полуострова. Статус визитной карточки Крыма Ласточкино гнездо носит неспроста. Этот уникальный архитектурный памятник в стиле средневекового замка из серого известняка возвышается на 40-метровой отвесной Аврориной скале. Посмотрите, какая высота. На мысе Айтадор. И похож на декорацию к историческому фильму. Возможно, именно поэтому здесь сняты киноленты «Человек-амфибия», «10 негритят», «Мио, мой Мио», «Гамлет, 21 век». За эффектный архитектурный стиль, фотогеничность, поэтичное название и потрясающие окрестные виды дворец, замок Ласточкино гнездо словно магнит притягивает тысячи путешественников. Мы побывали внутри замка. Помещения там небольшие. Всего открыт для демонстрации первый этаж.
В одном зале проходит вот выставка таких замечательных работ. Я вам немножко засняла. Прекрасные украшения. Я не могла оторвать от них взгляд. Поэтому решила поделиться этой красотой с вами. А во втором зале большой монитор, который рассказывает об истории замка Ласточкино гнездо. Вот наверх лестница на второй этаж, а мы проходим в третью комнату, которая посвящена фильму «10 негритят». Вот эти 10 статуэток негритят, которые снимались в фильме. Мы поднялись на смотровую рядом с дворцом. Какая красота! Какие виды! И третье место, где мы остановились погулять, это знаменитая Ялта. И сейчас я вам предлагаю прогуляться по набережной этого замечательного курортного городка. Многие из вас были в этих местах. Предлагаю вспомнить, как это было красиво. Итак, Ялта, море, весна. А вон гостиница «Интурист». Вон она, вот она, вон там вот, где голубой вот этот полукругом, и за ним, видишь, это «Интурист». Не туда ты смотришь, сейчас покажу.
от ее письмеца и врага. Вот и подходит к концу наша прогулка и мое видео. Большое спасибо всем за внимание. На этих прекрасных весенних тюльпанах я прощаюсь с вами. Всем добра, мира, здоровья. До новых встреч, до новых видео.